Так, друзья, призраки прошлого. Как мы отрабатываем долги своих предков? Вот случалось ли тебе испытывать страх какой-то совершенно иррациональный? Например, у тебя все отлично с бизнесом, на счетах лежат деньги, но внутри тебя постоянно живет какой-то, знаешь, леденящий животный ужас того, что завтра ты можешь все потерять. Или же твоей семье нечего будет есть. Или же, возможно, ты панически боишься выступать на публике и привлекать к себе внимание. Хотя головой ты сам понимаешь, что в этот момент в этом нет никакой просто логической угрозы. Может быть, ты заметил странную закономерность. Мужчины или женщины в твоей семье из поколения в поколение просто разводятся на определенном году брака. Или же теряют там все накопления ровно там в определенный срок. Вот ты пытаешься решить эти проблемы через логику. Ты меняешь работу, читаешь там книги по финансовой грамотности, ходишь к психологам, советуешься там с умными друзьями, но почему-то ничего не работает. Алгоритм продолжает запускаться с пугающей точностью. Почему? Почему так происходит? Потому что ты пытаешься лечить свою жизнь, а проблема находится вообще не в твоей жизни. Давай сегодня мы вскроем одну мощных, невидимых операционных систем нашей человеческой психики. Давай обсудим то, что остается за гранью понимания, о родовых сценариях. Я попробую показать тебе 5 деструктивных программ, которые достались тебе по наследству вместе с цветом, например, твоих глаз. И просто попробую объяснить тебе механику, как мы расплачиваемся по счетам своих предков. Вот представь хирургический скальпель, который навсегда отсекает чужой сценарий от твоей нервной системы. Если ты хочешь передать свои страхи своим детям, тебе жизненно необходимо это все узнать. Давай разберем эту механику. Вот твое ДНК – это не только физиология, это гигантский, жесткий диск компьютера, можно так его себе представить, на котором записан весь опыт выживания твоих предков. Вот если какой-то опыт был связан с угрозой для жизни, он просто кодируется и передается дальше как инструкция. Вот никогда так не делай, иначе ты пропадешь. Какие именно инструкции управляют тобой сегодня? Вот твои предки могли пережить тяжелые времена. Вот давай возьмем Советский Союз. Вот коллективизация, лишение там имущества, или же депрессию и репрессию за свое богатство. В их системе координат закрепилось уравнение. Иметь много денег означает быть виноватым. Вот сегодня, спустя десятилетия, ты пытаешься пробить финансовый потолок. Но как только сумма на твоем счету превышает определенный лимит, у тебя начинает внутри рождаться необъяснимая тревога. Ты начинаешь совершать глупые ошибки, ввязываешься в какие-то сомнительные сделки или просто сливаешь деньги на ненужные вещи. Потому что твой мозг избавляется от ресурсов, чтобы спасти тебе жизнь. Твоя прибыль исчезает, потому что для твоей генетической памяти бедность – это гарантия безопасности. Вот в эпохе тоталитарных режимов или войн те, кто привлекал к себе внимание, часто, исчезали первыми. Выживали тихие, незаметные, те, кто просто сливался с толпой. Вот твой прадед выжил именно благодаря этому правилу. И теперь эта программа зашита в тебя. Каждый раз, когда ты хочешь заявить о себе, запустить там масштабный проект или выйти в публичное пространство, тебя парализует так называемый синдром самозванца. Твоя энергия теряется, там горло сжимается, голос пропадает. Это твоя неуверенность в себе, это крик твоей системы. Спрячься, иначе нас там обнаружат и уничтожат. Во многих поколениях радости и наслаждение жизнью считались предательством на фоне общих страданий. Потому что сформировался какой-то железнобетонный концепт. Любовь и деньги нужно добывать только через кровь, пот там и невыносимые страдания. Если сегодня в твоей жизни что-то получается легко, ты инстинктивно чувствуешь какую-то вину. Ты сам создаешь себе проблемы на ровном месте, усложняешь там бизнес-процесс или выбираешь проблемных партнеров. Ты не умеешь быть счастливым просто так. Твой комфорт разрушает твою лояльность к тем поколениям твоей системы, твоей семьи, которые страдали до тебя. Вот в любой семье есть исключенные, те, о ком стыдно вспоминать. Давай говорить честно, алкоголики, преступники, люди там
покончившие с собой, или те, кто бросил семью. Потому что система не терпит пустоты. Если кого-то вычеркивают из памяти, система заставит потомка из следующего поколения отыграть сценарий этого человека, чтобы просто восстановить баланс. Ты вдруг начинаешь вести себя деструктивно, разрушаешь свою карьеру или впадаешь в зависимости, не понимая, откуда к тебе эта тяга к саморазрушению. Ты живешь не свою жизнь, ты работаешь живым напоминанием о том, кого попытались стереть. Знаешь, это самый страшный механизм. На уровне подсознания вот ребенок, даже взрослый пусть будет, считает, чтобы принадлежать к своей стае, я должен быть таким же, как они. Если все в твоем роду болели определенной болезнью, страдали от одиночества или жили в нищете, твое подсознание выбирает повторить их судьбу из извращенного чувства любви. Я болею, значит, я один из вас. Твое здоровье и твое счастье уходят в жертву этому невидимому алтарю принадлежности. Пойми главную вещь. Твой род не хочет тебе зла. Все эти деструктивные программы, которые сегодня ломают твою жизнь, это просто устаревшие антивирусы. Например, в 1930 году программа «Не высовывайся» спасла твоему прадеду жизнь. Программа «Прячь ресурсы» помогла твоей прабабушке не умереть от голода. Они передали тебе это как самый ценный дар, как инструмент выживания. Проблема в том, что мир изменился, а операционная система осталась прежней. То, что было бронежилетом для них, стало просто какой-то смирительной рубашкой для тебя. Ты пытаешься плыть в океане современных возможностей, но на тебе надет тяжелый свинцовый скафандр прошлого этого века. Эпигенетика доказала, травмы меняют активность генов, но эту активность можно просто перепрограммировать обратно. Потому что ты не заложник своей крови, ты финальная точка этого процесса. Ты первый человек в своей, например, родовой цепочке, у которой есть информация, есть ресурсы и осознанность, чтобы просто остановить это безумие. Если ты прервешь этот цикл боли, страха, нищеты, сейчас ты автоматически передашь его дальше. Твоим детям придется нести этот рюкзак с камнями. Твоя миссия стать фильтром сейчас. Стать тем звеном в цепи, на котором этот сценарий будет навсегда остановлен. Как разорвать эти невидимые связи и вернуть себе право на свою авторскую жизнь? Тебе 5 инженерных ключей для деинсталляции чужих программ. Первое. Признание авторства травмы. Когда тебя накрывает панический страх потерять деньги или страх перед публичностью, остановись. Скажи вслух: это не мой страх, это не моя боль. В моей реальной жизни прямо сейчас нет никакой объективной угрозы. Раздели себя и свои ощущения. Как только ты понимаешь, что эта эмоция тебе не принадлежит, она теряет над тобой власть. Эффект погружения исчезает, и ты получаешь возможность наблюдать за этим процессом как бы со стороны. Второе. Вспомни всех тех в твоей семье, о ком не принято говорить, о ком просто шепчутся или кого-то стыдятся. Дай им вместо своей психики. Мысленно просто скажи: вы часть моей системы. Я вижу вас и признаю ваше право быть. Мне больше не нужно отыгрывать вашу боль, чтобы о вас помнили. Этот акт принятия мгновенно разрушает напряжение в системе. Фантомная тяга к саморазрушению, она просто обнуляется. Третье. Сделай ментальное упражнение. Представь тех предков, чей сценарий выживания ты до сих пор отыгрываешь. Например, свою тяжелую работу без какой-либо радости. Обратись к ним. Скажи: спасибо за то, что вы выжили. Спасибо за эту программу. Она была нужна вам. Но в моем мире больше нету войны. Ваш тяжелый опыт остается с вами. Я оставляю его в прошлом и выбираю жить легко. Ты не предаешь их, ты возвращаешь им их судьбу, забирая себе свою. Четвертое. Чтобы разорвать нейронную связь, недостаточно просто подумать. Нужно совершить физическое действие, которое противоречит твоему сценарию. Если в роду был запрет на богатство, заработай и демонстративно потрать часть денег на свое личное удовольствие. Если был запрет на радость, разреши себе день абсолютного беззаботного кайфа, без чувства какой-либо вины. Это действие – системный шок. Старый код просто сгорает, когда ты доказываешь своему телу, что за это нарушение тебя не уничтожили. Пятое. Всякий раз, когда ты ловишь себя на желании накричать на своего ребенка из-за
ну, допустим, оценок каких-то, запугать его какими-то трудностями жизни или транслировать ему свою тревогу, просто прикуси язык. Осознай, что прямо сейчас, через твои слова, старый вирус пытается перепрыгнуть на следующее поколение. Твоя задача проглотить этот яд и выдать наружу спокойствие и поддержку. И вот так куется новая архитектура судьбы. Твои осознанные микропаузы – это самый большой капитал, который ты оставишь своим потомкам. Я обещал дать тебе фразу, которая отсекает чужие сценарии. Когда ты чувствуешь, что тебя затягивает в старую родовую воронку, страх, там, разрушительные отношения или просто какое-то выгорание, остановись. Вот просто представь за спиной своей всех тех людей, чью боль ты сейчас несешь. Посмотри на свою ситуацию и произнеси вслух: это заканчивается на мне. 4 слова. Это заканчивается на мне. Ты финальная граница. Твоя осознанность – это стена, о которую разбивается вековая инерция боли. Вот сегодня мы поговорили и поняли, что ты не одинок в своих проблемах, и что часть твоей нагрузки – это просто эхо прошлого. Но как только мы расчищаем этот фундамент, перед нами встает новый глобальный вызов. Вот если мы живем по сценариям предков, то как формируются сценарии целых эпох? Почему одни поколения живут в мире и созидания, а другие, словно по щелчку таймера, погружаются в кровавые конфликты? Давай разберем, почему одни эпохи кровавые, а другие созидательные. Давай поймем, в какой именно точке исторической спирали мы находимся прямо сейчас. А теперь сделайте следующее. Напишите в комментариях именно то, про что было это видео. Какой именно неосознанный страх или повторяющийся сценарий вы унаследовали от своей семьи. Что вы замечаете в себе прямо сейчас? Просто выведите это в своих комментариях, и вы сделаете первый шаг к свободе. Помни, то, что ты не осознаешь, управляет тобой как судьба. Сделай невидимое видимым. Оставайтесь со мной. Вместе мы вытянем любую ситуацию. А теперь улыбнитесь. Жизнь любит тех, кто не сдается. Жду вас в следующем видео. До встречи.